привет! Меня зовут Ольга, и мы с вами наносим декоративные штукатурки, простейшие способы. Так, значит, мы подсмотрели на одном из зарубежных каналов способ нанесения, и мне он показался очень интересным. Я думаю, что давайте мы его с вами попробуем нанести из наших российских декоративных штукатурок, которые можно приобрести у нас. Перейдя по ссылкам в описании, там есть способы связи, где можно с нами связаться, чтобы приобрести у нас непосредственно материал. И почему мы его будем повторять? Потому что там они, конечно, это все снимали, это все хорошо, но оно без озвучки, без перевода, то есть что из чего наносят, когда покрывают, сколько сохнет, ничего не понятно. А мы с вами подробно на большой стене. Вот посмотрите, стена такая у нас страшная, безобразная стена. И мы что-то хотим с ней сделать. Ну, допустим, у вас это оштукатуренная стена. Или какая-то неудачная попытка нанести декоративную штукатурку. Стену будем наносить, а соседнюю стену нам нужно проклеить. Вот уголочек, посмотрите. Скотчем, чтобы не запачкать, мы проклеиваем стену сверху донизу. Я сейчас наверх лазить не буду. Я вам покажу, как это делается. Но вы проклеиваете от потолка до пола. Вот так. Малярная лента, в нашем случае она деликатная. У нас, кстати, малярные ленты в продаже тоже есть. Проклеиваем там, где нужно, сохранить угол. Например, если у вас вверху натяжной потолок будет, да, то, в принципе, можно не проклеивать. А если у вас потолки крашеные, то обязательно нужно проклеить. И противоположную стену вы тоже проклеиваете, вот этот угол. Мы его не проклеиваем, потому что стена кирпичная, и что мы с ней дальше будем делать, неизвестно. Мы так оставим. Так, что нам нужно делать дальше? В нашем случае декоративная штукатурка. Я покажу, какой густоты. Вот смотрите, вот такая густота. Декоративную штукатурку я вам не называю. Это все индивидуально, смотря у кого какая подготовка стены. В некоторых случаях подойдет один вид штукатурки, в некоторых случаях другой, поэтому я вам не называю ее. Вопрос в том, что мы вот эту вот штукатурку развели до удобной консистенции, и посмотрите, какая она стала у нас жиденькая. Жидко сделали, вот, водичкой развели. Штукатурка на акриловой основе, она водоразбавляемая. Вот таким вот образом. И с помощью кельмы или шпателя мы должны нанести ровный слой. То есть берем вот так, как шпаклевку. И наносим на стену, как будто бы шпаклюем. Вот. Мы укрываем мелкие дефекты и выравниваем цвет. Жидковато. То есть ловите свою густоту. Шпатель должен быть удобный, то есть он может быть там 250 или 300 шириной. 250 или 300 миллиметров. И наносим вот так вот всю стену. Сверху донизу. Можно ли это делать из шпаклевки? Давайте скажем, что в принципе, да, можно это делать из шпаклевки, но декоративная штукатурка отличается прочностью. То есть, если вы сэкономите сегодня, то через года 3 вам снова нужно будет ее ремонтировать. Она не прочная, шпаклевка, не прочная. Она не предназначена для финишной отделки. А декоративная штукатурка именно финишный материал. В ней присутствуют все вот эти нужные нам добавки, чтобы надолго ремонт. Мы, грубо говоря, не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи, да? Правильная поговорка? Декоративная штукатурка в нашем случае, она недорого выходит. Этот образец, я думаю, что получится в районе рублей 250-300 за квадратный метр на сегодняшний день. На сегодняшний, то есть не будем учитывать, что будет завтра, мы не знаем. И это равно среднестатистические обои. Вот таким вот способом вы должны нанести всю стену. Кстати, важный момент. Перед этим грунтуем. Как грунтовать, я не показываю. Грунтовка — это прозрачный жидкий состав, который наносится с помощью валика.
Он обеспыливает поверхность и ее помогает сцеплению материалов между собой. У нас очень много видео, где мы грунтовали, поэтому повторяться не будем. На загрунтованную стену наносим тонкий слой разведенной декоративной штукатурки. Какая будет использоваться штукатурка для вас, мы индивидуально рассчитаем, потому что подготовка стен разная. Поэтому именно. Наносим и вернемся дальше, когда уже будем продолжать следующий этап. Мы, грубо говоря, зашпаклевали декоративной штукатуркой слой тонкий. Вот она, стена у нас ровная более-менее. Мы ее не шкурим, не грунтуем. Ну, если, конечно, не прошло много времени, да, там не запылилась, не успела. А так, вчера нанесли и сегодня продолжаем, грунтовать дополнительно не нужно. Теперь вот эту кисю-мисю давайте помесим кисю-мисю. Водичкой еще разбавляем. Вот она такая жидкая, а нам ее еще нужно пожиже разбавить. Я прям руками это буду делать. Вы можете перчатку одеть, конечно, если вам так удобнее будет. И прямо жидко. Вот так. Вот такая жижа должна быть. Перемешиваем. И что мы делаем? Давайте, я тоже это буду делать же первый раз. Я думаю, что нам пригодится кротонка какая-то, чтобы стену соседнюю вот так вот закрыть. И мы должны вот эту вот кисю-мисю на стену вот так брызнуть. Вот так. Вот так. То есть нужно закрывать соседние стены, может быть, даже вы пленочкой их обтянете. Ну, знаете, вот такой результат очень симпатичный у них получился в итоге. Я думаю, что у нас тоже получится. Стекает вот капелька, пусть стекает. Вот такая кися-мися. И прям рукой ее туда. Такое, знаете, медитация такая. Опа-на. И бросаем декоративку жидкую на стену. По всей стене так. И вот это все стекает, пусть стекает. Прикольно. Смотрите тоже по густоте. Может быть, где-то вам надо погуще, не так жидко, как у меня. Может, надо погуще. Смотрите, как вам удобнее будет. Кажется, что здесь, муторно. Нет, это не муторно, это очень прикольно. И в итоге очень должно быть красиво. Также в процессе напомню, что декоративные штукатурки вы можете приобрести у нас под ваши потребности. Мы оформляем доставку в любой регион и даже обнаружили ближнее зарубежье, например, Белоруссия. Мы поможем вам профессионально подобрать цвет, который вам нужен. И вот так, давайте всю стену наблюдать не будем, просто вы поняли смысл, и нам это нужно по всей стене нанести. После того, как полностью высохла наша штукатурка, посмотрите, что получилось. Вот такой интересный очень, то есть мы брызгали прямо рукой, вот так вот, в разные стороны, растекалось, где-то крупные капли они стекали, пусть это так и остается. И теперь мы что будем делать? Нам нужен валик, краска нужного цвета. Вот какая есть у вас краска? Ну, какой цвет, в общем-то, хотите, такой вы и колируете. И чистая влажная губка. И мы с помощью валика наносим краску. На красочке не экономьте. Но, в принципе, если вы у нас будете заказывать, то мы вам укомплектуем. Хотелось бы, чтобы закрашивалось за один раз. И теперь мы вот этой вот губочкой слегка подснимем верха. Вот так. То есть верхушечки у нас будут более выраженные. Можно рядом воду держать, чтобы периодически губку мыть.
потому что она краской пачкается, и нужно ее периодически мыть. И вот так вот нужно всю стену закрасить и верхушечки подснять. Окрашиваем и подснимаем верхушки, вот так, слегка. То есть не надо прямо их выделить. Слегка подснимем, чтобы была видна фактура, чтобы мы не зря с вами тут руками в грязи барабались. Также не забываем, что углы у нас должны быть проклеенные, чтобы не запачкать соседнюю стену. Вот так вот прямо к скотчу прокрашиваем и верхушечки подснимаем влажной губкой. Не сырой, а влажной. Это еще не все, не переключайтесь. Дальше у нас будет еще продолжение. Окрашиваем и губочкой верхушечки подснимаем. Вот таким вот образом. Мне почему-то этот образец так понравился. Ну, не всем он, может быть, понравится, но мне вот очень он показался интересным. Вот так. Я окрашу всю стену и оставлю сохнуть ее. Пусть это будет сутки. Пусть это будет сутки. А вообще в целом гораздо быстрее сохнет краска. Смотрите, если у вас одна стена всего лишь, и если вы торопитесь, то трогайте рукой. Она должна быть сухая, не холодная. То есть, когда влажная краска, она холодная, ее чувствуется, что она влажная. Здесь я покрашу кистью, а у вас в этом углу кирпича нет, соответственно, у вас здесь тоже лента, правильно? Правильно. Подснимаем верхушки. Всю стену окрашиваем и ждем высыхания и продолжим. И теперь можно с помощью валика покрыть полностью поверхность. Одновременно мы защитим и одновременно придадим перламутровый, блестящий, искрящийся эффект. Ну, я так себе это представляю. Заодно и проверим, правильно ли я себе представляю. Также я напомню, что цвет может быть любой, какой вам нравится. И можно матовым оставить, не обязательно, чтобы блестело. Покрываем полностью стену от угла до угла. В углах используем кисти. Стену покрываем валиком с мелким ворсом. Оставляем сохнуть полностью и посмотрим готовый результат. Посмотрите, что у нас получилось. Попробуем вам показать мерцающий блеск. Искрящиеся мелкие-мелкие разноцветные частички. Их очень хорошо видно в реальности, но в камеру, конечно, это очень трудно передать. Для тех, кому этого мало и кому хочется чего-то большего, давайте еще покроем золотистым составом. Так, ну это Асти. Она, конечно, с песочком, с мелким-мелким песочком, но зато она достаточно густая, вот это вот, и золотистый такой очень
нужный как раз цвет, сюда подходящий нам. Так, смотрите, мы должны не просто ванночку взять, а мы еще и вот об сухое излишки должны обтереть. И слегка-слегка, то есть почти не нажимая, вот так, по верхушкам, почти не нажимая, только край валика касается верхушек. Вот так. Берем отсюда же, с картонки. Нам нужно настолько мало ее нанести, чтобы она только на верхушке зацепилась. И больше никуда. Вот так. Ну все, теперь у нас все полностью блестящее, да еще и золотистое. Ну ладно. Цыгане нам позавидуют. Да? Цыгане есть у нас, подписчиков? Приходите к нам. В общем, давайте про цыган расскажу. Значит, в отделе торгуем. Ну, цыгане и цыгане, ну, национальность такая, да, ну, есть у них там свои особенности. Мы находимся в строительном центре, работаем в выученном режиме, и ходит вот несколько человек, прямо цыгане, то есть муж, жена, братья, дети, и они покупают себе краску. Это тоже люди, они тоже живут в домах, и они тоже ремонтируют, представляете? То есть все... Ну, это я как бы шучу, не шучу, но это так и есть. И все соседи, ну, вот кто с нами торгует в одном центре, они испугались. И все сказали, у нас оборудование не работает, я ухожу на обед, я ухожу в туалет, и никто им не продал. Они купили у нас краску, причем таких ярких, очень дорогих цветов. Достаточно большой объем краски купили. И как бы вообще проблемы не вижу. Тоже, кстати, приходите, если что, между делом. Да, у нас есть в подписчиках, есть у нас клиенты, да, цыгане, которые любят яркие цвета в золотистом, ну, золотом покрыты. Подглядели мы этот способ на одном из арабских, если я не ошибаюсь, каналов. У них очень много таких интересных образцов. Очень жалко, что нет перевода. Они зачастую даже вообще снимают без озвучки. То есть даже озвучки нет. Я уж не говорю про субтитры какие-то или еще что-то. Я покрываю таким образом всю стену, и мы с вами посмотрим готовый результат. Также еще раз напомню, 100 раз уж, наверное, повторила, но мы продаем декоративные штукатурки по всей России. Мы комплектуем все, что необходимо, в том числе инструменты, грунтовки, шпаклевки, если надо. Вы можете заказывать у нас, перейдя по ссылкам в описании. И мы вам полностью все рассчитаем, укомплектуем, сопровождаем при нанесении, если вы самостоятельно это делаете. Если вы начинающий мастер, то тем более, значит, мы сопровождаем. С мастерами вообще отдельная история. То есть обязательно обращайтесь, все индивидуально для мастеров особенно. И видеоурок. Если нет еще на нашем канале такого видео, то мы под вас его можем снять.